Привет, друзья! Я снова рада, что вы у меня дома. Сегодня это видео я хочу посвятить теме декорирования уже готовых свечей. Я буду использовать 2 столбовые свечи и покажу вам 4 метода, как можно легко и красиво, а главное быстро и экономно сделать декор к Новому году или Рождеству уже на готовой свече, которую вы можете приобрести, я думаю, в любом магазине. Итак, сейчас вы на своих экранах видите все, что нам понадобится. Нам понадобятся салфетки, 2 свечи, как я сказала, фен мы будем использовать, свечу, которую мы будем с вами зажигать. Мы будем делать метод окунания. Вспомним, уже в одном из видео я вас знакомила с этим методом. Ну а пока я вам покажу, что я просто купила в магазине обыкновенные новогодние салфетки. В моем случае это были салфетки, на которых были такие чудесные гномики, и они привлекли мое внимание. Итак, как вы видите, одну из частей салфетки я просто отделяю и делаю ее намного тоньше. Мы будем работать только с первым слоем этой салфетки, лицевой стороной, и при помощи ножниц я уже заранее, чтобы не тратить время, вырезала вот таких симпатичных гномиков. Видите, какие красивые? Мы сейчас будем их при помощи 2 методов декорировать ими свечу, большую столбовую свечу. Маленькие вот эти вот елочки я вырезала из 2 салфетки, также отделив предварительно 2 слой от первого. И при помощи этих елочек я покажу вам метод наклеивания на маленькую свечу и метод окунания. Но сейчас нам понадобится бумага для выпечки, и мы приступаем к первому методу, метод работы с феном. Нам нужно будет отмерить такое количество бумаги, чтобы мы могли удобно обернуть свечу, а также чтобы у нас была возможность при помощи этой бумаги не обжечь руки горячим феном, а держать бумагу и окутанную в нее свечку. Вот вы сейчас увидите, я примерно прикидываю, как, с какой стороны мне разместить этого большого и красивого гномика. Теперь я обматываю бумагой свечу, и видите, я в конце как бы скручиваю ее, делаю себе держатель для того, чтобы сейчас, когда я буду работать с горячим феном, чтобы я не обожгла себе руку. Включу фен. Друзья, если у вас нет профессионального фена, вы можете пользоваться любым другим феном, который у вас есть дома. Возможно, по времени это дело займет немножко дольше, чем если бы вы пользовались профессиональным феном, как я. Итак, буквально через каких-то пару минут наш гномик уже прилип к нашей свече, притом настолько плотно, что мы не сможем отделить, где даже границы обрезанной нами салфеточки, которую, когда мы вырезали гномика, и свечи, потому что под, естественно, действием горячего фена наша свеча немножечко расплавилась. И сейчас мы приступаем ко второму методу, методу воздействия огня. Нам понадобится горящая свеча и ложка. Мы будем делать сейчас с вами накаливание. Накалим эту ложечку при помощи свечи внутренней стороной, а тыльной стороной мы будем прикасаться к гномику, который я сейчас вот примерно положила, где я бы хотела его видеть на свече. И под действием горячей ложки мы будем приклеивать этого гномика к свече. Это очень быстро и очень легко. Так что все, что вам нужно, это салфетка. Вырезали снежинку или шарик, что у вас будет на салфетке, какой декор вы захотите себе сделать. И при помощи вот ложечки и уже горящей свечи вы как бы разглаживаете ту декорацию, которую вы наложили на свечу. Ну, в моем случае это гномик. Это очень быстро делать, это очень легко, и я вам скажу, это очень красиво. Не волнуйтесь, ваши свечи, когда будут гореть, обычно свеча горит, естественно, фитиль внутри, и ваши гномики или снежинки, ваш декор не загорится. Это очень легко делать, и посмотрите, какая прелесть получается. Создает новогоднее рождественское настроение.
Итак, мы с вами разобрали два метода. Метод нагрева феном и метод декорирования свечи при помощи другой свечи и просто ложки, то есть при помощи огня. Итак, доведя первую свечу уже до, скажем так, готового подарочного варианта, сейчас мы с вами будем разбирать другие два варианта декора. Это окунание, метод окунания и метод наклеивания. Начнем с метода наклеивания. Мы берем маленькую свечу и обезжирим ее при помощи спирта и ватного тампона. И сейчас у вас перед экранами клей герметик, с которым вы уже достаточно хорошо знакомы. Я его очень часто использую в своих видео. То есть я смазываю просто отдельные места на свече и накладываю на эти места вот такие елочки. В принципе, этот метод мне не очень нравится. Почему? Я вам покажу. Когда мы наклеили все декоры, ну, в моем случае елочки, да, вы сможете заметить полосочки, которые вот на боковые сторонки, я вам сейчас попытаюсь показать, так чтобы вы увидели, вот где у нас, вот именно здесь, да, по боку, вы видите наклеенный декор. Мне это не совсем нравится, но такой вид декора интересно делать вместе с детьми, если вы хотите провести вместе время, это совершенно безопасно. Теперь мы займемся методом окунания. Уже то, что мы с вами сделали, мы сейчас при помощи старой свечи, которая у меня есть, я ее растопила на водяной бане. Естественно, это парафиновый воск, я работала с парафином. И вот это вот необходимое количество, вы сейчас видите, необходимое количество воска, которое нам нужно для того, чтобы полностью окунуть свечу. Что мы делаем? Уже готовую свечу, задекорированную, мы просто окунаем в растопленный воск буквально на какую-то секунду-две и вытаскиваем. Я это делала всего лишь 2 раза. Что это создает? Мы создаем новый слой поверх того, что у нас есть уже на свече, и все вот эти вот стеночки, которые у нас вот выглядывали декора, они как бы сглаживаются, у нас получается свеча в свече. Кто не знаком с методом окунания, я рекомендую посмотреть вам видео, ссылку я оставлю под этим видео. Итак, друзья, за какие-то считанные минуты мы создали из совершенно белых свечей вот такие новогодние красивые свечи. На этом, в принципе, и все. Мое видео сегодня заканчивается. Я желаю вам приятного настроения, хорошего, рождественского, новогоднего. И я надеюсь, что мы будем с вами видеться в следующем году. Те, кто у меня впервые на канале, я рекомендую подписаться, чтобы не пропустить следующее видео.